Путешествие киномана. Выпуск номер 11. Мультфильм «Волшебный магазин», 1953 год. Текстовая версия. Год выпуска 1953. Длительность 31 минута. Режиссер Леонид Амальрик, Владимир Полковников. Сценарий Владимир Сутеев. Студия «Союз мультфильм». Кинопоиск 7,7. 1953 год в истории. 5 марта – смерть Сталина. 1 апреля СССР снижает все цены на 10%. В прокат выходит художественный фильм «Шейн» Джорджа Стивенса. Воглер очень хвалит этот фильм с точки зрения путешествия героя. Ну как хвалит? Часто приводит его в пример на некоторых стадиях. 2 сентября – рождение Джона Зорна. Это последняя работа тандема Амальрик-Полковников. Стадия 1. Обыденный мир. Главный герой, Виктор Петров, заходит в комнату к своему товарищу и просит того помочь со стенгазетой. Стадия 2. Зов к странствиям. Объединена со стадией 1. Витька заявляется как ленивый тип с железной жопой, готовый измором брать свои цели. Стадия 3. Отвержение зова. Товарищ отказывает в помощи, ссылаясь на занятость, учит уроки. Витька собирается было уходить, но решает высидеть свою стенгазету. Стадия 4. Встреча с наставником. Плюс стадия 5. Преодоление первого порога. Объединены и поменены местами. Сначала идет стадия 5, когда Витя засыпает и попадает в магазин. А потом уже встреча с наставником. На диване Витька озвучивает свое явное желание всем показать. Наставник заявляется многоликим существом сверхъестественного рода. Воглер говорит, что важно наличие стадий в произведении. Очередность имеет намного меньшее значение. Стадия 6. Испытание, союзники, враги. Наставник спрашивает Витьку, чего тот хочет. Ответ – стенгазету. Наставник предлагает в течение мультфильма ряд магических артефактов: скатерть, самобранку, краски, шахматы, балалайку, футбольный мяч, авторучку. Испытание с мячом можно отнести к стадии 7. Скатерть-самобранка показывается только в демо-режиме. Краски Витька забирает и рисует свою стенгазету. У артефакта выявляется фичи или баг, кому как угодно. Самоирония по отношению к хозяину красок в готовом результате. Скрытое воспитание Витьки началось. Успех у него появляется, но не такой, о каком он мечтал. Шахматы. Демо-режим. Отвергнуты. Балалайка. Довольно мощный артефакт, заставляющий окружающих пускаться в неконтролируемый пляс. Остановить их может только сам волшебник. Витька так и не сможет активировать этот девайс. Бумажка с активацией спряталась в барабане балалайки. Второй урок перевоспитания Витьки. Тайного перевоспитания. Витька из-за своей лени терпит крах на конкурсе талантов. Но стоит отдать должное его товарищам по школе. До последнего его поддерживали, и только в конце, после третьей неудачи Витьки, обсмеяли. Футбольный мяч. Не тот, который забивает сам голы, а тот, который ловится по заклинанию. Опять надо учить. В этот раз шпоры с текстом нет. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. На матче Витька начинает подбирать заклинания под игру. Стадия 8. Главное испытание. В момент самого сильного отчаяния Витька бросает подбор заклинания и собственноручно ловит мяч. Говорит: это я сам. А мы помним, что сам Витька ничего делать не мог. Ни рисовать, ни примеры решать, ни играть на инструменте. Стадия 9. Награда пропущена или объединена со стадией 11 и стадией 12. Хотя должна быть. Возможно, наградой является ощущение самостоятельности. Теперь можно все делать, не обращая ни на кого внимания. Плюс не надо так часто просить помощи у окружающих. Стадия 10. Обратный путь. Витька идет к прилавку под осуждение игрушек. Интересно, как говорят игрушки. Не фокусом через F, хвокусом через ХВ. Стадия 11. Возрождение. Отказ перемены товара. Наставник предлагает волшебную ручку, но Витька говорит, что простой ручки ему будет достаточно. Наставник подбадривает его в этом выборе. Мораль: если сам берешься за дело, любые чудеса сделаешь. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. Проснувшись, Витька самостоятельно приступает к рисованию стенгазеты. При этом отказывается от помощи товарища-отличника. Родился новый Витька. Выводы, вопросы, ассоциации.
Что за маски висят в магазине на колоннах? Личины магического существа? Его жертвы? Мощная отсылка к потрясающему фильму «Лабиринт Фавна». Еще можно сделать современный ремейк, только более мрачный, безрадостный, безнадежный. Витька в конце оставляет свою душу взамен одному из талантов или мощному артефакту. Но мне кажется, на колонны нужно еще больше масок, японских, африканских. А еще маски могут быть личинами самого волшебника. Он же превращался в клоуна, а маска клоуна висела на колонне. Мало Витька его поспрашивал про его прошлое. Почему счет 13-0? Вот именно, почему 13-0? Почему 0? Могу понять, что Витька решал свои проблемы, но его вина только в половине счета, в 13 он пропустил. Ну почему 0? Почему из его команды никто не размочил счет? Ни разу не забил, ну представляете, ни разу. То есть было 6-0, и он подставляет свою команду. Зато все они молодцы. И одного гола не забили. Для кого эти игрушки в магазине? Почему так много? Игрушек действительно много. Обратите внимание, что преобладают коробки с фокусами, шарадами и головоломками. Много кукол-орликинов и матрешек. Лично мне это намекает на то, что игрушки-то с подвохом. Но некоторые игрушки я не понял. Например, ботинки. Ботинки – знатная игрушка. Почему маска активировалась только в одном месте? А я спрошу еще, почему дед шикнул на нее? Почему он не шикает на матрешек? Похоже, что маски содержат в себе часть личности волшебника. Обладают некоторой самостоятельностью. Могут вполне себе и поржать в смешных местах. А может быть это крестражи? Может быть волшебник это Волан-де-Морт? Где остальные посетители? Наверное, этот магазин персональная виртуальная реальность для Витьки, чтобы он не перепугался. Такой богатый выбор и все для одного мальчишки. Странно, конечно. Может быть, это персональный ад для Витьки, а он умирает на диване у друга? Может, надо было ввести еще посетителей? Толстый мальчик просит похудеть, длинный мальчик хочет стать короче, маленький мальчик хочет стать больше. Все вот эти чудовищные метаморфозы. Где все взрослые? Дед-волшебник, дед-дворник и руки пианистки. Вот все взрослые в мультфильме. А в школе жизнь кипит. Получается, что дети все организовывают сами. Этакое детское самоуправление. Либо взрослых отделяют от детей в раннем возрасте, как в какой-нибудь антиутопии. Пока.